Доктор Эмма Паркер стояла под ярким светом операционной, сосредоточенно нахмурив брови и вглядываясь в хирургическую петлю. Она надеялась избежать проведения операции, но ее попытки облегчить состояние мальчика без вмешательства приносили ему слишком много боли и страданий. Так что единственным оставшимся вариантом было дать ему успокоительное и провести процедуру. Сегодня Эмма столкнулась с беспрецедентным испытанием. Странное живое образование двигалось под кожей на лице маленького мальчика. Для нее это было впервые, но она была готова принять вызов. Эдвард Коллинз, пятилетний мальчик, который держался за лицо и расчесывал щеку, поступил в больницу рано утром. Его мать, Жаклин, в отчаянии объяснила, что ее сын жаловался на сильный зуд и боль в левой щеке. Он проснулся с криком, и она не смогла успокоить его, как ни старалась. Он сказал ей, что на лице кто-то ползает. Сначала Жаклин не поверила, решив, что это очередной детский каприз, вызванный сном и, возможно, каким-то раздражением. Но Эдвард был настойчив, он отчаянно чесал щеку, расцарапывая ее до крови. Тогда, чтобы доказать ему, что это обычное раздражение, она схватила зеркало и фонарик. Однако, когда она осмотрела его лицо, то увидела нечто, выходящее за рамки понимания. Под кожей щеки медленно извивалось нечто, будто червяк или личинка. Ее сын был прав, и теперь Жаклин ужасно беспокоилась о том, что может случиться. Персонал отделения неотложной помощи немедленно вызвал доктора Паркер, ведущего хирурга по мягким тканям больницы, известную своим умением сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. На протяжении всей своей карьеры доктор Паркер сталкивалась с самыми разными случаями кожных инфекций и странных инородных тел под кожей. Особенно у детей, которые были известны тем, что умудрялись подцепить самые необычные заболевания. В большинстве случаев такие шишки, как у Эдварда, оказывались просто воспаленными сальными железами, загноившимися прыщами или кистой. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникала редко. Поэтому, хотя доктор Паркер никогда раньше не имела дела с живым существом под кожей щеки, она была уверена, что справится. Первым делом она попыталась вылечить мальчика без хирургического вмешательства. Доктор Паркер аккуратно обследовала пораженный участок, обработав кожу антисептиком и наложив согревающий компресс, надеясь, что это поможет содержимому выйти наружу. Она также использовала специальное устройство, применяемое при удалении закупорки сальных желез. Идея заключалась в том, чтобы вытянуть содержимое наружу с минимальной травмой. Пока она работала, Эдвард начал хныкать, его глаза были прищурены от боли. Поэтому доктор Паркер решила сменить тактику. Она усадила Эдварда поудобнее и попыталась надавить на кожу в области образования. Она ясно видела, как нечто шевелилось, но каждый раз, когда ей казалось, что она вот-вот выпустит содержимое, движение внутри замирало, и казалось, будто что-то упирается изнутри. Объект, почувствовав давление, словно замирал глубже, и страдания Эдварда усиливались. Его маленькое тело задрожало, а кардиомонитор показал резкий скачок показателей. Увидев это, доктор Паркер поняла, что другого выхода нет. Существо нужно было удалить хирургическим путем, прежде чем оно причинит еще больший вред. Стоя сейчас у операционного стола, она почувствовала всю тяжесть ситуации. Дело было не только в необычности случая, но и в том, что объект под кожей был живым. Каждое малейшее движение грозило повреждением лицевого нерва, инфицированием мягких тканей или даже началом сепсиса. Одно неверное движение, и Эдвард мог получить необратимые последствия. Это был, безусловно, один из самых серьезных случаев за последнее время. Доктор Паркер осторожно сделала небольшой разрез и ввела тонкий эндоскоп под кожу мальчика. Камера показала увеличенный вид того, что двигалось внутри. Это был клещ. Но не обычный, а довольно крупный подкожный паразит, который глубоко врос в ткань и, похоже, уже начал впиваться в нервные волокна. Его тело извивалось, чешуйки на спинке мерцали под светом лампы. Он мог вцепиться еще глубже в ответ на любые попытки извлечь его, и любое резкое движение могло нанести вред. Каждый вдох, который делала доктор Паркер, давался ей с трудом. Ни один учебник не подготовил ее к подобному случаю. Когда она коснулась клеща специальным инструментом, на мониторе зафиксировался учащенный пульс мальчика. Клещ дернулся, отчего по телу Эдварда пробежала дрожь. Доктор Паркер сделала следующее движение с еще большей осторожностью, ухватившись за паразита как можно деликатнее. Клещ снова пошевелился, его тело сжалось,
но он не стал углубляться. Это был хороший знак. Эмма начала медленно тянуть, стараясь не повредить окружающие ткани. Потянув, она почувствовала сопротивление. Что-то было не так. Клещ застрял, но это не было активное сопротивление. Казалось, что-то в глубине ткани удерживает его. Эмма лихорадочно размышляла, просматривая видео с эндоскопа. Возможно, клещ зацепился за старый шрам или инородное тело. Она не могла разглядеть все четко. Ей нужно было подойти ближе. Она осторожно убрала щипцы и настроила камеру, чтобы рассмотреть ситуацию. От увиденного у нее по спине пробежал холодок. Клещ обвился вокруг крошечного металлического предмета. Судя по форме, детали игрушки, застрявшей под кожей. Видимо, Эдвард когда-то поранился и не сказал об этом. Присутствие этого предмета делало ситуацию еще опаснее. Теперь доктору Паркер нужно было не только удалить паразита, но и сделать это, не нарушив баланс окружающих тканей. Если бы она попыталась вытащить клеща прямо сейчас, он мог утащить предмет за собой и повредить внутренние структуры. Однако, если бы она сначала извлекла предмет, клещ мог начать активно защищаться. Это была головоломка, на которую, казалось, не было правильного ответа. В голове у нее бушевал поток мыслей. Эмма знала, торопиться нельзя. Одна ошибка могла стоить Эдварду лица или чего похуже. Ей нужно было обездвижить клеща. Ассистент вручил ей специальный инструмент, похожий на миниатюрный крючок, предназначенный для движений в тесных пространствах. С предельной точностью она установила его на место. Ее целью было аккуратно освободить инородное тело, не дав клещу среагировать. Это требовало терпения, но Эмма знала, как только предмет будет извлечен, нужно будет действовать быстро. Сделав глубокий вдох, ей, наконец, удалось извлечь кусок металла, осторожно вынув его из мягкой ткани. Теперь наступил самый критический момент. Клещ, больше не застревавший, мог запаниковать и начать метаться. Сердце Эммы бешено колотилось, когда она снова сосредоточилась на паразите. Сделав еще один вдох, она переместила щипцы и вновь аккуратно ухватилась за тело клеща. Медленно, миллиметр за миллиметром, она вытянула его наружу. На этот раз сопротивления не было, но она не спешила радоваться. Только когда паразит был полностью извлечен, доктор Паркер облегченно выдохнула. Теперь оставалось обработать рану и привести мальчика в сознание. Жизнь Эдварда была спасена, но доктору Паркер предстоял серьезный разговор с ним о том, что не стоит молчать о порезах и травмах, даже если они кажутся незначительными. В последующие дни Эдвард, на удивление, быстро поправился. Повреждения тканей были минимальными, и не было признаков инфекции или осложнений. Его лицо заживало, и родители были безмерно благодарны бригаде хирургов за профессионализм. Паразит, позже идентифицированный как редкий подкожный клещ, был изолирован. В некотором смысле то, что он оказался именно на лице, а не в более опасной зоне, можно было считать удачей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи!